Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Леомас. Это игра House on Deponia. И мы продолжаем. Собственно, что? Ну, тут у нас почему-то не получается лотереи, вообще никак, ни в какую. Давайте вернемся в город, на остров Порто-Фиско. И поговорим с наивной Гол тут еще раз, может она нам что-то все-таки подскажет. Привет, Гол. Все в порядке? Здорово. Правда здесь потрясающе. Януш тренирует в своем лагере торпедных дельфинов. О, как мило. Ты подумал о том же, чем и я? Думаю, да. Где мы достанем розовые ленточки? Да, далеко я зашел. Ты сходишь со мной к предсказателю? Он живет здесь, в палатке. Предсказателю? Ух ты, чего мы ждем? Кто последний, тот проиграл. Прикольно, так наивная. Вот сколько ж характеров живет женщина, тут правда. Это очень тонко. Уже в следующем году так написано. Это все из-за шапки. К корням волос еще нужно что-то там. О, вот и он. Эй, о чем вы там разговаривали? Да, ни о чем. Давайте начнем. Так, чего вы хотели? Как мне помешать Гол выйти за Клитуса? Что? Разве вы не пара? Я даю советы парам. Я отвечаю только на вопросы, связанные с вашими отношениями. Да. Дай переформулирую. Как выглядит наше будущее вместе? Не просто. Я должен спросить у Шара. Я вижу, что перед вами лежит долгий и тернистый путь. Перед нами? Может, ты имел в виду шар? Ты шар правильно держишь? Думаю, да. И потом внизу есть стрелочка. Написано: эй, это осторожно. С этой стороны вверх. Ой, ладно тебе, Руфус. Ну что ждет нас впереди долгая дорога? Это же хорошо, раз мы будем вместе. Такой недовольный. Мы сможем вовремя отыскать Донну Гол. Я не понимаю, как это связано с вашими отношениями. Да, я перефразирую. Мы все это переживем. Я не понимаю, как это связано с вашими отношениями. Да, я перефразирую. Так, какие номера выиграют в лотерее на этой неделе? Я не понимаю, как это связано с вашими отношениями. Не понимаю. Короче, вопросы надо формулировать вообще. Мы разбогатеем, мы выиграем в лотерею. Это трюк, да? Ну ладно, посмотрим, увижу ли я в шаре. Довольный такой сидит. Я вижу, вы станете богаты. Да, я знал. Богаты жизненным опытом. Если вы все это переживете, что же еще можно желать? Может, подсказки по лотерейным номерам. Но Шарак отказывается говорить что-либо еще. Так. Что насчет нашего совместного будущего? Я вижу, перед вами лежит долгий тернистый путь, но это уже было. Что там насчет нашего сомнительного будущего?
Так, ну то же самое. Мы с Гол когда-нибудь будем вместе? Хороший вопрос. Я вижу, пройти через болезненные перемены. Прежде чем вы сможете быть вместе, вам обоим нужно прийти к согласию с самими собой. Ух ты! Have you ever thought about selling embroidered pillows? They would sell like hotcakes. Нужно, говорит, купить такие же подушечки. Что-то я не понял, что так говорит. Я моргнул, можно сказать, надолго. Отвлекся. Так что там насчет нашего будущего вместе? А, блин, опять одно и то же. Прежде чем вы сможете быть вместе, вам обоим нужно прийти к согласию с самим собой. С ума сойти. Так. Что будет... что будущее говорит про наше здоровье? Я вижу... О, боги! Как ужасно. Как такое можно пережить? Что ты видишь? Фу. Ты не хочешь знать. Уж поверь мне. Мы всегда будем вместе, всегда рядом. Правда, Руфус? Короче, скипнул нечаянно. Так, что ты там говорил о нашем здоровье? Еще раз повторите это дело. Вы не хотите знать? Настоятельно рекомендую вам держаться друг от друга подальше. Никогда, говорит, мы всегда будем рядом. Так, что произойдет с Депонией? Я не понимаю, как это связано с вашими отношениями. Перефразирую. Где мы состаримся вместе? На Элизиуме? Ну, это несложный вопрос. Я вижу... Что-то не так. Шар внезапно потемнел. Очень странно. Наверное, это потому, что он показывает сцены, которые нельзя смотреть детям. Или у нас романтическая прогулка ночью. В любом случае, это добрый знак, я уверена. Наивная такая вообще. Так, так что там насчет нашего богатства? Вы будете богаты. Жизненным опытом. Ну что же еще можно желать? Может, подсказки по лотерейным билетам? Шар отказывается говорить что-либо еще. Это все жульничество. Ты же держишься за шар под ногами. Боюсь, что нет. Вот, можете взглянуть сами. Стрелочка вверх. Ага. I see you are planning to help, but as honorable as fate. Переключил ее. Куда ты меня на этот раз притащил? И что это за тип с трубой? Это придурок. А это пророк. Пророк? Ну да, он самый. О, я ощущаю новую ауру. Скоро ты ощутишь вполне реальную боль. Я намерена выслушать этот... Я не намерена слушать этот экзорцистический бред. Это семейная психология. Чего? Да ладно, тебе будет весело. Итак, я собрался задать новый вопрос. Что насчет нашего совместного будущего? Я вижу, перед вами очень долгий тернистый путь. Это полный бред. Пошли отсюда. Погоди минутку. Так, что там насчет... Да, ладно, сразу к деньгам перейдем. Так, что там насчет нашего богатства? О, вы будете богаты. Жизненным опытом. Вы все это переживете, если вы все это переживете. Этот тип реально меня бесит. Можно я ему ударю? Да, было бы забавно, но пока что с этим лучше повременить.
Так что насчет того, будем ли мы вместе? Прежде чем вы сможете быть вместе, вам обоим надо прийти к согласию с самими собой. Ну все, хватит. Больше этого терпеть не собираюсь. Так что, ты видишь болезненные перемены? Может, видишь болезненные перемены, связанные с твоими оторванными ушами? Погодите минутку. Наверное, я что-то увидел. Я увидел не болезненное, а полезное. Вас обоих ждет много полезного. Смотри, лысый, на этот раз тебе повезло. Я психанула. Так что там насчет нашего богатства? Вы будете богаты жизненным опытом. Вы это все переживете. Это полный бред. Так, понятно. Что там насчет нашего будущего вместе? То же самое спросить. Прежде чем вы сможете быть вместе, вам прийти к согласию между самими собой. Парень меня бесит. Можно я домой воду? Да, это было бы забавно. Ну, пока лучше... Вот, и теперь мне надо спросить про богатство, чтобы она психанула именно вот на третьем, на богатстве. Все, с меня хватит. Больше я этого терпеть не буду. Во-во-во, теперь. А ну сейчас как? Мы хотим знать выигрышные номера. Или тебе придется нагадать своими внутренностями. Погодите минутку. Шар не отрывает меня выиграть, но они говорят, что они написаны звездами. Это наверняка вам поможет. Только не бей. Это ты сам сейчас отправишься к звездам. Я тебе это гарантирую. Так, понятно. Получено достижение. Узы на всю жизнь. Так. Мы сейчас возвращаемся, значит, в Антарктиду. Так, где Северный полюс? Звезды. Пророк сказал, что выигрышные номера написаны звездами. Интересно, что он имел в виду? 4, 8... О, наверное, это. Что еще раз? Вы видели это? 4, 8, 15, 16. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Я даже их записывать не буду, блин. И вы догадались, конечно же, это цифры из сериала «Остаться в живых» или «Last». Ну, в оригинале «Last». Lost. Выжившие, вот, 4, 8, 15, 16, 23, 42. Блин, столько клевых отсылок, я вообще просто, ну, рад этому. Так клево все очень выглядит. Достаточно забавно, мне очень понравилось. Очень, правда. Магазин приборов, так. Автомат. Игра в лотерею никак не связана с везением. Просто нужно проявить к ясновидцу насилие. Бинго! О, стоп. Гоп-стоп. Так, мне же еще надо сказать, что я, алло, в лотерею-то я выиграл. Приз играл в лотерею никак не связано с везением. Все, что нужно, это преградить ясновидцу насилием. 4, 8, 15, 16, 23, 42, блин, ё-моё. Вот это классная отсылка, прям вот вообще она шикарнейшая. Так, приз, слышь, алло, я выиграл. Слышь ты, я хочу забрать свой выигрыш, я... Спасибо. Сработало. Так, вот теперь в катер возвращаемся и плывем остров. Так, надо только... Она крутая, она создана для меня. Так, ням-ням-ням-ням. Что мне там надо-то переключить? Гол.
Привет, Гол, все в порядке? Не совсем, я боюсь грозы. Я знаю, все хорошо. Меня все время бьет молнией. А, ну это я уже говорил. Так, у меня есть план, можешь постоять на платформе минутку? Теперь что? Если мой план работает, ты скоро увидишь свет. Потому что тебя ударит молния. Что? Не двигайся, я сейчас вернусь. Как мило, ты настоящий друг. Погоди, не говори. Так, приз. Держи. Вот, это тебе пригодится. Мы выиграли лотерею. Каковы были шансы? Примерно такие же, как получить удар молнией. Какая удача. Даже не верится. Ну, сорян, короче, Гол. Мне правда очень жаль. Ну, за дело. Да почему? Ау! Ай. Почему не сработало-то, мне интересно. А, вот оно что. Вот теперь в нее. Эй, отлично же сработало. Что отлично сработало? Ты вообще понимаешь, что я тут жизнью рискую? Прости. Наверное, я моргнула. Ни хрена себя моргнула. Так, ну ладно, здесь все. Передатчик есть. Руфус. Что удалось засечь субмарину? Я работаю над этим. Так, аргонянцы перекрыли доступ. Аргонянцы перекрыли доступ к черному рынку. Значит, что Аргус у нас на хвосте, плохое дело. Не бойся, Док. Они за все заплатят. Мне это интересно. Он тоже за все заплатит. Ну, еще бы. Они заплатят за свои косяки и за мои косяки. Что мы тут вообще делаем? Передатчик перепаян. Теперь мы должны установить его на радиомачте. Ладно. А ты часом не знаешь, где достать термоядерное торпедное снаряжение, так? Ты еще не придумал, как нас спасти Дона? А сцапать Дона? Теперь мы знаем, где находится субмарина. Но ее не захватить, предоставь это мне. Топить корабли — один из моих талантов. Топить? Мы вроде собираемся спасти разум твоей подружки. Да, но только из одной повеселиться. Ладно, займусь делом. Так, радар. Портофисто. Так, нате, торпедное снаряжение. Мудрый генерал знает, кому нужно передать полномочия, но уж точно не такому некомпетентному рядовому составу. Тони? Okay, just don't make any sudden moves. Just put that down, and nobody gets hurt. Эти штуки раньше были смешнее. Я знаю, что делаю. Да ты что? Why are you doing it anyway? А зачем ты это делаешь так? Ну, здрасте. Дельфины, они слишком далеко. Нужно бы пробрать... А, шлюз надо открыть. Рыбка, рыбка, рыбка. Чего-чего? А ты как думаешь? Я освобождаю бедных рыбок от твоей тирании. Они не рыбки, а высокоинтеллектуальные морские млекопитающие. Да ты что? Эй, вы! Кто не слиняет отсюда через 5 секунд, остается с Тони. Ты права, они действительно умные. Нормально, он троллит вообще, блин.
Вот наши дельфинчики. Торпедное снаряжение. Кто готов выпустить торпеду в мою сбежавшую подружку, поднимите плавник. Ништяк. Заряжен и готов к бою, как говорится. Поздравьте, порадуйте папочку. Так, ну, док. Ну что, удалось засечь субмарину? Я работаю над этим. Отличаться мне знаешь, где достать. Так, когда-нибудь бывал в Порт-Офис. Так, ну чё, радар у нас есть. Алло. Так, ладно. Ты когда-нибудь бывал в Порт-Офис? Да, и не раз. Но сейчас нам там делать нечего. Органонцы оккупировали центр города. А жители трущоб на окраинах города... Что-то там тудым-сюдым, короче, бедняги. А ты часом не знаешь, где достать торпедное снаряжение? Единственное, что происходит на ум, это главный приз лотереи Гиллигана. Но, к сожалению, магазин приборов сегодня закрыт. Но если мне нужно проникнуть туда и выиграть в лотерею что-нибудь еще, ты можешь хоть раз в жизни смириться с безнадежностью ситуации. Нельзя постоянно испытывать судьбу. Может и нельзя, а может и нужно просто применить силу. Так, остров Харюдам звучит гостеприимно. Надеюсь, ты запасся памперсами. Остров находится в самом центре постоянных штормов. Да ладно, плохая погода меня не напугает. А зря. Не забывай, что тебе придется работать с электроприборами в вершине мачты во время грозы. И что? Ты даже не представляешь, насколько... Короче, правила безопасности для него важны. Ага, для него-то важны правила безопасности, прям капец. Мы уверены, что сумеем собрать гол вместе? Конечно. Только для этого нужен третий картридж. Только вставленный в имплант той бабы. Именно. Хотя море совсем неспокойно, наверное, стоит оставить медицинскую пилу стабильной. Ты не в курсе, Гоу случайно не больно? Так, короче. Так, ладно, займусь делом, держи меня в курсе. Так, Боза. Ну, все в порядке, вопрос. Вообще-то ко мне обращается капитан. О твоем повышении поговорим позже. Сначала я хочу задать тебе пару вопросов. Так. Ну, у него тоже тут ничего такого нет. Да, ё-моё. Ну ладно, давайте все диалоги с ним поговорим. Это корыто может плыть быстрее. Так бы Дона Гол никогда не догонит. Не смей так говорить о моей лодке. Она одна из самых надежных лодок во всем Ржавом море. Может, снаружи она выглядит и не очень, но внутри просто красавица. Прости, Боза, но я не слышал, как Тони пыталась свести несколько... Кузин, блин. Она не уродина. Просто рожа не вышла, ага. Какой толк самой быстрой лодки, если наша цель может уйти под воду? Это не по делу. Помню, мы таким же образом пытались свести... Блин. Вообще не успеваю вообще прочитать никак, блин, потому что я уже сильно устал. Это все записывать подряд, блин, а это уже, извиняюсь, нафиг, наверное, 8-й час. И что нам делать теперь? Радиомачта готова, дельфины торпеды ждут команды. Все готово к тому, чтобы отбить твою подружку. Это прозвучало очень романтично, о боги. Я уже начинаю воспринимать все это как норму. Можно мне порулить? Не знаю. Можно мне бежать, как ошалевшему, влипать в разные неприятности? Значит, да, это значит, бейся об стенку.
Что ты знаешь про Порто-Фиско? Только то, что раньше это был самый крупный и значимый город на Ржавом море. Сейчас от него остались одни руины. Руины? Да. Весь город занят аргононцами. Темный казначей охраняет в центре города таможню. В центре? Угу, так. И также говорят, последняя спасательная капсула до Элизиума. И все бывшие горожане живут в трущобах за воротами. За воротами. Ты меня даже не слушаешь, да? Ты просто повторяешь мои последние слова. Последние слова, да. Они всегда самые важные, да. Так, короче, я не понял, что делать. За работу, матрос, но я же... без толку. Так, Гол, дай-ка мы тебя переключим. Привет, Гол, все в порядке? Я чувствую себя прекрасно. Так, радар. Торпедные дельфины готовы. Я знаю, где находится субмарина. Значит, пора. Угу. Что-то типа мини-игры, короче, сейчас, походу, будет. Чел какой-то тонет. Похоже, это этот капитан тонет, которого подстрелили. Ну, отец. Псевдо-отец. Такой звончик похож на полицейскую академию. Начинаем охоту. Нужно отправить хотя бы одного дельфина в квадрат с субмариной, и тогда... Ага, вот субмарина, да? Так, и чё? Угу. Так, один дельфин. Ну, плыви так. Ага. Понятно. Ну, типа мини-игра, я должен по очереди дельфинов поворачивать всяко разно. Так. Надо, короче, загнать его в ловушку как-то. Так. Не. Так, все, короче, в ловушке. Блин, не в ту сторону повернул. Придется повернуть. Баба! Хрясь, бум, бум. Как угарно озвучивает. Плюс актера озвучки, вообще плюс. Огромный плюс вообще актера озвучки, он шикарен. Этот смех, эти его дураковаляния, блин, надо... Что? Нет, черт! Пух. Do you think the fact that I used torpedoes to cause a part of her to capsize might negatively affect my что я запустил торпеду в одну из гол, скажется на наших отношениях? Логично предположить, что скажется. В конце концов, половина ее — это треть твоей девушки. Ну, или как там называется, ваши отношения. Наверное, для них надо придумать новый термин. Драмедия ошибок.
Так, поднять плавники, получим достижение. Так, ну что, у меня единственная дорога. Ох ты, нифига себе, тут всякая хрень-то. Кран. Что ты собираешься делать? Ты наконец-то освободился драить палубу? Конечно нет. Может, решил заняться уборкой, решил просто помыть руки. Да успокойся ты уже, можешь Короче, может быть уверен, типа от крана не будет толка. Водолазный кран. Ящик. Водолазный костюм. По-любому пригодится. Это пугало. Только я не ворон. Только не для ворон, а для чаек. Так, открыть люк. Тяжко. Вот черт, заперто. Слишком заперто на мой вкус. Я придумаю новый способ. Так, ну само собой, что мне надо пробраться, блин, через этот... Это будет забавно. Yes. Да? Hello. Кто тут? Very Очень funny. смешно. Oh man. Ну да. I must definitely do that again right Нужно это away. немедленно повторить. Чисто поржать, может, достижение какое получу. Что, Руфус, это ты? Rufus! Руфус? Blasted idiot. Чертов Next идиот. time I'll toss him В следующий overboard. раз я его вышвырну за борт. It gets funnier every С каждым time. разом все забавнее и забавнее. Once again with Еще разок с чувством. Что? Почему просто не отрезать звонок? I am planning Потому to что cut я something собираюсь отрезать у этого имбецила кое-что of a другое. premature idiot. Кстати, тоже неплохая идея. Ow. Ай, обиженный. Отпечаток. That is by far Это the самая most привлекательная attractive death вмятина из I всех, have что я ever видел. Pity they turned Жалко, off the bell. они отключили We were звонок. having so much fun. Ну ведь это было так весело. Так, ну что, костюм мы на крючок вешаем. It fits. Подходит. И сам туда залазь. Что ты Maybe собираешься there's a делать? back door. Может, там остался черный ход? В субмарине? Как-то это Yeah, нелогично. but as I'm sure Да, you но know, наверняка the laws of знаешь, logic что have no под водой effect законы on логики не water. работают. Нет, это неправда. Now stop this underwater Теперь claptrap прекрати and нести just свой lower подводный me бред и down, просто okay? спусти меня под воду. Наводный бред. Ну ладно, твоя жизнь. Типа не ценится или еще что-то. Так, кнопка. Нормально поговорил. Шланг. Еще шланг. Ням. Ну, очень, конечно, информативно. Так, что, инвентарь у меня, да, нельзя воспользоваться мне инвентарем. А почему? Может, опять косяк? Я и в меню выйти не могу. Нет, это скорее не косяк, а... Так, мы два шланга можем соединить. Длинный шланг. Теперь подсоединить его к крану. Отпустить в люк. Может показаться, что я стою на шланге, но на самом деле паршивый шланг сам не влез под ноги, чтобы выставить меня дураком. Так, лампа. Паршивая свечка с этим оборудованием каменного века. Странно, что нам не приходится грести. Так, звонок они отрезали. Ну давай зайдем сюда. Что тут есть? О, кастрюлька есть.
Здесь еще осталось чуть-чуть, правда? А что стало... Ну, короче, жатвон все сожрал, как обычно. Горшок еле горячий, достаточно горячий, чтобы зажечь свечу. В смысле, растопить. Ладно, берем. Воск, не знаю, правда, зачем. Можно, кстати, гол переключить заодно. Нет, нельзя. Ну и хорошо, что нельзя. Допустим. Так. Ну и что этим добился? Что не понимаю. Что ты собираешься делать? Ты наконец-то собрался драить палубу, может? Нет, это то же самое. Так, ладно, давай. Готов к погружению? Ну ладно, твоя жизнь, в конце концов. Так, и что здесь? Тут только одна кнопка осталась. Все, то есть больше тут нам замутить нечего. Так, отпечаток. Мы можем, конечно, отпечаток залить в воск. Да, идеально подходит, чтобы я сделал свой собственный слепок. Так, ну и зачем мне слепок свой же? А это еще что такое? А как ты думаешь, это мой дублер. Позволь представить. Рэй Круспер. Дублер? Ты что, боишься дельфинов, что ли? Я боюсь? Ну не смеши. А, ну и насмешил. Постой-ка, какие дельфины? А, помолчи, Рэй Круспер. Я не могу спустить под воду один костюм, он слишком легкий. Да, слишком легкий. А, ну тогда нет. Так, а ну тогда с водой его наполни. Ладно, у меня есть план. Ты уверен, что используешь свой план в правильном назначении? Зная тебя, могу предположить, что скорее похмелье, припадок или камешек в ботинке. Поговори мне, дельфину непременно нужна мишень, как я. Знакомьтесь, Рэй Куспер, человек-мишень в самом широком смысле этого слова. Беру назад все, что говорил о тебе, потому что ты меня пугаешь. Эта идея никуда не годится. Пришла пора для дублера. Теперь там не хватает места. Так, а тут у нас что можно сделать? Ну, радар. Я отправлю дельфина в другое место. Эй, я сказал в другое место. Черт. Похоже, им больше нельзя управлять. Я же использовал все свои ходы. Так, окей. Теперь отпусти мой костюмчик вниз. Эй, Бозо! Наконец-то вместе покоряем 7 ветров, как старые добрые времена. Вообще-то мы всего пару дней знакомы. Но теперь я знаю, что все попытки образумить тебя обречены на провал. Так что я буду говорить с тобой, как ни в чем не бывало, в надежде, что тебе это скоро надоест. Эй, старый добрый Бозо, ты и правда совсем не изменился. Ты поможешь мне отпустить костюм? Конечно. Как думаешь? Они, похоже, тебя ненавидят. Ага, вот только за что? Может быть, это как-то связано с тем, что ты понаделался их детьми? Но это неправда. Понятно. Ты просто помог им прыгнуть на кухню, где внезапно образовалось несколько банок пунца, да? Маме и Яноша наверняка надо было освободить место от аквариума, под аквариум. Именно поэтому я бы никогда... У меня опять геймпад вибрирует. По столу просто скачет.
Что бы ты там ни сделал, они просто нормальный костюм такой. Так, ну теперь меня опусти. Готов к очередному погружению? Я, кстати, так и не уловил этот момент, почему меня дельфины ненавидят. Видимо, там был инцидент. Должен был быть, но его почему-то не случилось. Медуза еще. Замечательно. Left in the lurch, on the verge of the perch, the search for the submerge was brought to a halt. They stopped Donegal's spins with torpedo dolphins, and finally Hoagland's I cannot exalt. How extendingly aced, he was dragged to the base. Now the bell for the last round was about to chime. The showdown was imminent, and if not, I apprehend the chorus guys will have to work overtime. The song will work overtime. Руфус, где тебя носило? Мне пришлось немного понырять. Молодец, нашел время. Пока ты валял дурака, на нас внезапно напала Дона Гол и похитила. Вас ни на минутку нельзя оставить одних. Она забрала Гол вместе с картриджами. Что за чушь? Они у меня с собой. Вот черт. Наверное, в кармане дырка была. Я постоянно все теряю. В этот раз ты потерял больше, чем обычно. Клитус был здесь. Он забрал обеих Гол на корабль. Они собираются отправиться в Порто-Фиско. И Аргус здесь. Ну, его крейсер стоит у взрывной башни. Проклятие, взрывная башня. Мятежники уже начали атаку. Да это же самоубийство, ты прав. Без меня они ничего не смогут. Ты правда не знаешь, когда надо сдаться? Конечно знаю. Это слово начинается на «Н», да? Типа никогда. Хуза... Короче, получено еще какое-то достижение, не успел я прочитать. Так, а на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии внизу. Ссылки на меня вы найдете в описании. И встретимся в последней серии единорога приключений.